Участвуйте в конкурсе от джовой компании Asus и выигрывайте компьютер за 400 тысяч рублей. Ссылка на конкурс в описании под видео. Всем привет, ребята, с вами Джов, и это наш новый модпак патча 0.9.8. С приходом этого обновления мы, как всегда, подготовили для вас ваши любимые моды. Удобные прицелы, информационные панели, ангарные моды, отдаление камеры, XVM и многое-многое другое. Выбирайте, устанавливайте и помните. Моды не должны быть самоцелью, а лишь инструментом для достижения вашей победы. Моды могут сделать вашу игру проще, но научиться грамотно играть вы должны сами. Ну и конечно, не забывайте, что взамен за нашу работу мы просим от вас лишь одно – подписку на наш канал и лайк под этим видео. Чем больше лайков вы ставите, тем сильнее стимулируете нас делать модпак все лучше и лучше. И первым делом мы хотим вам рассказать о моде поиска игроков для совместной игры во взводе. Как вы сами знаете, в нынешнее время очень трудно найти грамотных танкистов для совместной и продуктивной игры. Одни не умеют играть, другие все время сидят по кустам и не помогают союзникам, третьи просто играют на артиллерии. Мод сайта Звод.ру поможет вам очень легко найти совзводных по любым критериям. Хотите кататься с игроком на ИС-3? Пожалуйста, вот вам список игроков, недавно игравших на ИС-3. Хотите играть только на СТ 10 уровня? Без проблем. Хотите найти танкистов с винрейтом 50 или 55%? И это можно. Фильтр поиска очень удобный и понятный. Сначала вы выбираете, на какой машине хотите играть. На сайте есть удобная статистика по вашим танкам. После выбора машины вы переходите на страницу выбора совзводных и ищете кого-то по своему желанию и критериям. А если вы уже определились, достаточно просто выделить нужных игроков и прямо с сайта послать им приглашение во взвод. Данный мод уже поставили себе десятки тысяч игроков. А это значит, что у вас никогда не будет проблем с поиском совзводных для совместной игры. А вот еще одна новинка. Как вы помните, ребята, в патче 0.9.7 разработчики улучшили и изменили декали попаданий снарядами по танку. Если раньше отметки просто делились на пробил и не пробил, то теперь добавились особые новые отметины от попаданий фугасных или кумулятивных зарядов. Плюс в целом качество этих отметок оно явно улучшилось. В связи с этим в новом модпаке мы решили также улучшить свои отметки от попаданий по танку. Теперь, дорогие зрители, бронебойные и подкалиберные пробития будут также красным. Не пробития будут зеленым. А вот попадания фугасными и кумулятивными снарядами теперь будут отображаться особенным золотистым цветом, чтобы вы всегда знали, кто и чем по вам стреляет, голдой или, возможно, фугасами. Вы, наверное, замечали, дорогие друзья, что бывают в бою союзники или противники, которые очень любят вводить в чат разными шаблонными глупыми фразами, типа «отойди, накидываю чемодан», или «стой смирно, я целюсь», или «лови плюху, я на тебя свелся», бла-бла-бла. Чаще всего, конечно, такой вот троллинговый мод используют артоводы, что как бы намекает на основную аудиторию владельцев данной модификации, вот, и на то, как говорится, как они играют и чем они играют. Но всех остальных адекватных пользователей, понятное дело, такие фразы раздражают. Не потому, что они кого-то там задевают, а просто потому, что они зафлуживают чат и не дают возможности увидеть полезную, нужную информацию. Так вот, ребята, в наш модпак расширенный мы добавили специальный мод, который будет отсекать вот эти все шаблонные глупые фразы, владельцы которых думают, что они очень оригинально и смешно шутят. Ну, как говорится, отличная шутеечка, братан, продолжай в том же духе. Ну и также не забывайте, что каждую субботу в 7 вечера я провожу голдовые стримы по танкам, на которых раздаю от 50 до 100 тысяч золота. Вот как раз в эту субботу, 30 мая, у меня будет стрим с общим призовым фондом в 100 тысяч голды, которая достанется тем зрителям, которые придут на стрим, будут его смотреть и выполнят простые условия. Так что приходите 30 мая в 19:00 по Москве. Жду всех. Ну а теперь к остальным модам. Прицелы – это основа нашего модпака и один из самых первых модов в мире танков. Именно с них началась переделка интерфейса игры силами игроков. В нашей сборке есть огромное количество прицелов, как у Джова, Вспышки, Амвея, Муразора и просто интересные и удобные прицелы. Некоторые из них показывают огромное количество информации о враге, другие совсем минималистичные и лаконичные. Каждый может выбрать себе на свой вкус и цвет. Также у нас есть отдельные арт-прицелы для артоводов со всякой полезной информацией и отдельные круги сведения, как у Кирилла Орешкина и с углом вхождения снаряда. Выбор воистину огромен, все зависит от ваших желаний. Полезные мелочи в бою – это то, без чего не может обходиться ни один танкист. Индикатор автоприцела – полезный мод, который подсвечивает врагов специальным цветом, когда вы их берете на автоприцел. Индикатор противника – один из самых обалденных модов, которые я видел за последний год.
Он указывает на ближайшего врага, который находится вне поля вашего зрения. Зеленый цвет означает, что враг рядом. Красный, что он рядом и может по вам стрелять. Мод натанкованного урона, специально для выполнения ЛБЗ. Вы себе в бою сможете примерно представить, сколько вы натанковали и сколько вам еще осталось для полной победы и выполнения задачи. Общие ХП команд, которые позволяют следить за ходом боя. Индикатор направления обстрела, чтобы знать, откуда по тебе стреляют. Удаление грязи и снайперского режима. Направление стволов танков на мини-карте, чтобы знать, кто и куда смотрит. Круг засвета 15 метров от танка и многое-многое другое. Все моды очень полезны и существенно облегчают вам контроль боя и помогают побеждать. Плюс к этому в нашем модпаке есть комплексный мод P-мод, который также добавляет кучу полезных мелочей. Калькулятор брони, который позволяет выцеливать слабо бронированные места противников. Дополнительный яркий серверный прицел, если вы профи в танках и не любите полагаться на клиентский. Отключение инерции скролла при движении камеры и отключение красных вспышек при получении урона. Результаты последнего завершенного боя, которые показываются прямо в бою и помогают вам узнать, победили вы или нет. И стилизованные системные сообщения, которые явно понравятся всем танкистам. Есть куча вариантов на выбор. Углы вертикальной наводки – один из самых полезных модов для ПТ и артиллерии. Он помогает вам узнать, насколько сильно вы можете повернуть свое орудие вправо или влево. У нас в модпаке есть целых 4 варианта на любой вкус. Выбирайте, что вам понравится. Информационная панель выбранной цели – ваш лучший помощник. Этот мод показывает количество ХП, бронирование, обзор, бронепробитие и урон вашего противника. Если вы еще не освоились в мире танков и плохо знаете характеристики машин, без раздумий ставьте этот мод. Панель повреждений действует иначе. Она показывает, кто именно по вам стрелял, каким типом снаряда, сколько нанес урона и пробил или не пробил. Это один из самых полезных модов в нашей игре. Он позволяет быстро определить, сколько ХП вы потеряли и кто по вам стрелял без засвета. Если противники стреляют по вам голдой, вы тоже об этом узнаете. В разделе «Боевой чат» у нас представлены несколько полезных модов. Сообщение «Я засветился», которое автоматически посылается в чат при вашем обнаружении, когда союзников осталось меньше 5. История сообщений чата, чтобы всегда можно было посмотреть, кто с кем и когда ругался. Оповещение других игроков о стрелявшем по вам союзнике. Тоже полезная штука, если вдруг в команде нарисовался тимкиллер. И лог полученных повреждений в чате, если вдруг вам не хватает панели повреждений. Отдаление камеры и свободная камера – это два очень важных мода. Первый позволяет отдалять камеру в игре и осматривать поле боя сверху. С помощью второго можно в реплеях оторваться от танка и летать по полю боя, как это делают в своих официальных видео Wargaming. Кроме того, крайне советую отключить дорожание камеры в динамическом режиме. Вам сразу станет намного комфортнее играть и целиться в движении. Плюс в этом же разделе есть 4-ступенчатый снайперский прицел для любителей улучшенного зума. Он сильнее обычного прицела приближает ваших врагов. В разделе «Изменение внешнего вида» у нас тоже очень много модов. Отключение камуфляжа и надписей на танках, если вдруг кому-то они не нравятся. Шкурки с зонами пробития танков для начинающих и уже опытных игроков. Цветные декали попаданий танков, сразу видно, куда вас враг пробил, а куда нет. Белые трупы уничтоженных танков и вагонов. Если враг за ними прячется, легче его выцеливать. И многое-многое другое. Особняком стоит мод на увеличение дальности видимости на картах. Этот крайне полезный мод убирает туманную дымку вдали и позволяет вам видеть четко и без помех. Улучшение в ангаре – это целый список модов, которые вам помогают вне боя. Во-первых, советую вам поставить фирменный ангар Джова. Он лаконичен и сэкономит вам несколько FPS, если у вас слабый компьютер. Статистика игровой сессии показывает вам, сколько урона, опыта, побед и кредитов вы получили за серию боев или за целый день. Средний урон на танке в ангаре – это маленький мод с большими возможностями, который сразу в карусели танков показывает урон ваших боевых машин. Теперь не нужно каждый раз залазить в достижения, чтобы узнать, какой у вас средний урон. Достаточно просто посмотреть на иконку танка. Вертикальное дерево развития танков более привычное и понятное, чем горизонтальное. Также есть очень удобный многорядный список танков в ангаре с фильтрами, уровнями боев и индикацией значка мастера.
Мод на активацию ЛБЗ выполняет сразу несколько вещей. Во-первых, автоматически активирует доступные ЛБЗ. Переактивация происходит в ангаре при выборе танков карусели. Этот мод можно интегрировать с модом на ангарный расчет опыта и боев до следующего танка. При этом появляется возможность выводить информацию об ЛБЗ в ангаре, плюс подробные описания умений и навыков для тех игроков, кто пока не разбирается в игре. Ну и, конечно, различные удобные мелочи, типа запоминания последнего выбранного сервера и часы в ангаре. Ну и наконец-то мы добрались до изюминки нашего модпака – комплексного мода XVM. Полезность этого мода трудно переоценить. Смотрите сами. ХП союзников и врагов в ушах команды. Помогает следить за развитием боя и понимать, куда и когда нужно ехать. Но будьте осторожны, этот мод очень тяжелый и влияет на FPS на слабых компьютерах. Ну а маркеры засвета в ушах команды противника показывают, какие враги засветились, какие в данный момент светятся, а какие нет. Альтернативные маркеры техники. Более лаконичные, на мой взгляд, чем стандартные от ВГ. Плюс есть иконки фокуса и защиты цели, которые показывают, кого нужно добить, а кого защищать. Умная мини-карта с огромным количеством возможностей. Подписи танков и точки последнего засвета. Квадрат отрисовки и круг максимального обзора. Круг обзора вашего танка с учетом перков и оборудования. Плюс указка направления камеры. Лог личного урона. Показывает, сколько урона вы нанесли в бою и по каким танкам. Также у нас есть на выбор огромное количество картинок для перка «Шестое чувство». Если вам не нравится стандартная лампочка, вы можете выбрать что-нибудь другое. Красный стоп-сигнал или, возможно, значок канала Джова. И если вас не устраивают стандартные иконки танков в ушах команд, у нас есть свои. Минималистичные, цветные и реалистичные. Выбирайте. Некоторые из них весьма удобны. Я, например, выбрал себе минималистичные. Очень удобно определять разные классы техники. Теперь отдельно по поводу звуковых модов. Мод на звоночек крита подсказывает вам, когда вы закритовали выстрелом противнику какой-нибудь модуль, внешний или внутренний. Сирена пожара, понятное дело, яростно воет, если вас поджигают. Поможет не очень внимательным танкистам, ну или любителям спецэффектов. Также у нас есть озвучка перка «Шестое чувство». Тихая, средняя и громкая. Плюс можете выбрать звукотчета времени после засвета. Помогает понять, когда ты уже вышел из засвета и можешь расслабиться. Ну и последний важный мод в нашем модпаке — это программа для поднятия FPS на слабых компьютерах. Вот Tweaker Plus. Она может убирать из игры некоторые не особо важные спецэффекты. Дым и пламя при выстреле, эффект рикошета и дым из выхлопных труб, эффект разрушения объектов и движения листвы. Эти эффекты все вместе или каждый по отдельности могут поднять FPS на вашем компьютере, если будут отключены. Кроме этого, программа может пережать текстуры игры до минимальных значений. Конечно, после этого все будет выглядеть вокруг как в игре 2000 года, но зато практически гарантированно даже самый слабый компьютер сможет тянуть танки и показывать хоть какой-то приличный FPS. Так что, ребята, если у вас далеко не новый ПК, попробуйте эту нашу разработку. На этом, дорогие зрители, мы с вами прощаемся. И, конечно, пишите свои предложения и замечания в комментариях. Что добавить в наш модпак, что убрать, а что изменить. Мы ко всем нашим зрителям прислушиваемся. На этом у нас все. Удачных вам боев и сочных побед. Чао, какао!